Друзья, всем привет, с вами Алина, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня долгожданный, мне кажется, выпуск. Почему долгожданный? Потому что давно не выходили у меня на канале видео. Каюсь, честно говоря, после событий конца февраля, я говорю, конечно же, про войну в Украине, я держалась бодрячком, я решила, что все, я продолжу выпускать видео, но в итоге меня свалило, было очень тяжелое эмоциональное состояние, подзабила немножечко, но я исправляюсь. Выпуски сейчас на канале продолжат выходить, единственное, что, возможно, не так часто, как раньше, но обязательно будут, поэтому не забывайте подписываться на канал, поддерживать канал, ставить лайки. Это меня еще больше мотивирует и стимулирует к тому, чтобы продолжать делать видео на канале. Эта поддержка очень и крайне мне важна, в частности для моего эмоционального состояния. Итак, друзья, сегодня обсуждаем событие, которое произошло в конце марта. В общем, я на канал ввожу новую рубрику, она будет называться «Обсудим кино», будем обсуждать не только кино, но и сериалы, так как выпуски, как я уже сказала, будут выходить реже, а событий достаточно много происходит в киномире, соответственно, есть что обсудить, и вот так решила назвать эту рубрику. И сегодня обсуждаем «Оскар», который был 27 марта. Я хочу пройтись по всем номинантам, по всем 10 фильмам, которым представлены в номинации. Если вы какой-то не посмотрели, от меня будут рекомендации. Ну и последующие выпуски тоже пройдусь по всему, что выходило и так далее, поэтому обязательно ждите следующий выпуск, а чтобы не пропустить, и снова подписываемся на канал, ставим колокольчики и так далее. Все, не буду долго тянуть, уже и так долго тяну. Начинаем. Оскар. 27 марта состоялась церемония премии Оскар. Она была примечательной тем, что Оскар, по-моему, не выходил в прошлом году, да, в 22-м вышел, в 21-м, по-моему, Оскара не было, но могу заблуждаться, но, по-моему, в общем, был какой-то большой перерыв. И в этом году у них в связи с этим было такое новшество. Обычно премию на номинант «Лучший фильм» только 5 номинантов, в этом году было 10 номинантов. Ну, как я поняла, это связано вот как раз с тем, что, да, долгий период времени Оскара не было. И, собственно говоря, 10 номинантов, все 10 фильмов, на мой взгляд, хорошие, но возникают вопросы, конечно же, как всегда, к победителю, но к этому еще перейдем. В рамках Оскара, во-первых, конечно же, не могу не отметить леща Уилла Смита, мне кажется, ленивый это не обсудил, конечно, была поражена, я сначала подумала, что это постанова, но вроде бы как не постанова, может и постанова, я не знаю точно, потому что поди разбери этих оскарцев, что они там придумали, я не знаю, может быть, но в любом случае считаю, что Уилл Смит абсолютно честно заслужил свою премию, статуэтку за лучшую мужскую роль в «Короле Ричарде», ну и, собственно говоря, своим лещом, мне кажется, просто отработал этот Оскар на 100%. Давайте тогда начну сразу с «Короля Ричарда», раз про Уилла Смита заговорила, хочу сегодня пройтись по 10 номинантам, которые были представлены на лучший фильм, и выскажусь относительно каждого фильма, соответственно, если вы какие-то фильмы не смотрели, я вот со своей стороны хочу дать, наверное, какую-то рекомендацию, какие лучше посмотреть, а на какие лучше не тратить время, но это опять-таки тоже, знаете, у меня мнение мое достаточно субъективное, и, возможно, если мне какой-то фильм не понравился, то вам может очень даже зайти, это все нормально, на вкус и цвет, товарищи нет, как говорится. Итак, «Король Ричард». Фильм действительно классный, мне очень понравилась эта трогательная история, я немножко и всплакнула в конце, ну вообще вот эта вся история, как ты выбираешься из самого низа и проходишь весь этот путь, и насколько в Америке действительно, не очень хорошее отношение к темнокожему населению, и то, что вот батя их так продвинул, это, конечно, заслуживает уважения. Что мне понравилось в фильме, не было четкого акцента на девочек Уильямс, на Винус и Сирену, а все-таки рассказали историю отца, который, на мой взгляд, заслуживает действительно огромного уважения, и Уилл Смит, что можно сказать, он держал весь фильм. В общем, если бы не Уилл Смит, конечно, возможно, эта история не была бы такой яркой, хотя сама по себе, конечно, история девочек, их отца, она великолепная, в общем, тронула меня до глубины души, поэтому фильм однозначно не победитель для меня, но это очень хорошее кино, поэтому
поэтому если вы вдруг пропустили «Короля Ричарда», я 100% рекомендую посмотреть. Следующий — «Белфаст», Кеннет Бран. Ну, смотрите, во-первых, к Кеннету Брану я в целом отношусь хорошо. Не так давно я смотрела «Смерть на Ниле», «Убийство в Восточном экспрессе», это еще старый, это по Агате Кристи он все снимал. Я к Кеннету Брану отношусь, как так сказать, у него очень, как всегда, такое классическое визуальное кино, но у него есть свое видение. Близко ли мне это видение, я бы не сказала. То есть у меня в нем не хватает какой-то, ну, может, это как-то, я даже не знаю, как это правильно объяснить, грязи, что ли, как-то больше глубины какой-то. Очень чисто, очень как-то аккуратно. И хотя вот эта сама история Белфаст достаточно такая, ну, не то чтобы самая чистенькая, и все это показано так, ну, местами где-то, может быть, чуть-чуть жестоко, но супер по-доброму, вот супер по-брановски как-то. В общем, какие-то такие у меня впечатления были. Фильм «Черно-белый», это второй черно-белый фильм, который я посмотрела. Первый был «Макбет», который меня просто убил, сразил, и я, в общем, была в восторге. То здесь черно-белая история, но вот для меня лично, вот если бы этот фильм был черно-белый, цветной, вот вообще бы, честно говоря, ничего бы не поменялось. То есть, ну, как-то, ну, черно-белый, как-то смотрела, даже об этом, честно говоря, не задумывалась. Очень классный мальчик, актер этот, белокурый мальчишка, потрясающий. Джейми Дорнан, конечно же. Ну, Джейми Дорнан, честно говоря, он в этом фильме, вот если в «Туристе», в сериале, он выглядел такой, как-то вот, ну, брутальненько, что ли, то вот здесь у Кеннета Брана он выглядел очень как мистер Грей. Ну, честно, не знаю, то ли он, также была прическа, не было вот этой бороды, там как-то одет был очень. В общем, мне все время было ощущение, что я смотрю на мистера Грея в черно-белом фильме Кеннета Брана. Ну, это такое лично мое. Но в целом фильм, на мой взгляд, хороший. Сама интересная история этого Белфаста, поэтому, ну, скажем так, не могу сказать, что вот прям 100% бегите, смотрите, как, например, «Короля Ричарда», но посмотреть можно, как бы ради интереса. «Не смотри наверх». Считаю, что фильм потрясающий, не Оскар, не первое место и так далее, но мало обратили внимание на этот фильм, хотя многие посмотрели. На мой взгляд, это очень хорошая история. Заявляется у нас политическая сатира, но как бы сатиры для меня было мало, мне больше хотелось, наверное, после этого фильма плакать, потому что я понимала, что вот все происходящее, это, блин, настолько реально, вот это настолько может происходить вот здесь и сейчас, и мы понимаем, что вот если что-то подобное произойдет, то как бы вот плюс-минус вот как бы все так и будет, поэтому печально. Вот, Адам Маккей поработал хорошо, мне очень понравилась его работа, актеры, конечно же, все просто гениальны, Мэрил Стрип моя просто любовь, сына, вот, к сожалению, забыла актера, который ее сына играл, тоже потрясающая роль, ну, Леонардо Ди Каприо понятно, Дженнифер Лоурен понятно, Тимоти Шаломе милейший, Ариана Гранде тоже играет вечно такую глупую девочку, играла сама себя как бы певицу. В общем, не знаю, я как-то получила какое-то наслаждение от этого фильма, но при этом так немножко волосики на голове зашевелились, потому что ты такой, ну, как бы, да. Еще мне интересно, я не читала именно подробности про фильм, мне интересно вот этот персонаж, который, я его назвала Стив Джобс, наверное, ну, что-то, наверное, оттуда где-то. Вот, мне интересно, это явно была карикатура на кого-то, то есть, возможно, именно на него. Ну, или Илона Маска. В общем, короче, на кого-то из них это было, и это было мега смешно. Вообще, там, конечно, много таких ярких карикатур, и для меня не было действительно чрезмерным, это было скорее вот как бы как есть на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, фильм роскошный, и однозначно от меня рекомендация к просмотру. Далее у нас Пол Томас Андерсон и «Лакричная пицца». Ну, скажем так, фильм на любителя. Вообще, когда фильм только, вот, наверное, до середины фильма я прям смотрела, мне очень нравилось, несмотря на то, что актеры выбраны такие, скажем, ну, не классическая голливудская внешность, такие своеобразные, но мне это нравится. Я вообще люблю такую легкую. Ну, я не могу назвать это агли, нет, ни в коем случае, потому что я считаю, что актеры очень красивые, но они, скажем, с нестандартной внешностью. Вот. Ну,
история интересная, но в какой-то момент вот все-таки мне немножко было как будто бы затянуто. Абсолютно очень американская, вот этот период времени, который там показан. Все это было здорово, вспомнила о водяных матрасах, вообще прикольно это все было показано. И очень он такой вот американский, это действительно такая нестандартная история любви, очень необычная, но я посмотрела с удовольствием и считаю, что вот то, что он присутствует в номинантах на премию «Оскар», это 100% оправдано. Далее, «Власть пса». Сколько было много информации и каких-то, наверное, восторженных отзывов относительно этого фильма, у меня как-то было, посмотрела, фильм, очень американская история, он снят там по какому-то роману, и сама идея, сам сюжет на самом деле интересный, потому что в конце это как раскрывается все, вот в конце самый вот этот перчик, ради чего, собственно говоря, мы должны были все это смотреть, единственное, что, кумбурбечек, огуречек, камамберчик, вот, а к актеру вопросов нет, вот честно, смотрела только ради него, мне очень понравилось, как он сыграл, я прям кайфанула от него, но в целом фильм мне как-то, никак. То есть если бы вот он не был в номинантах, я бы его даже не смотрела. Мне даже в какой-то момент я такая думаю, может промотать вообще все и просто концовку посмотреть. В общем, мне не зашло. Режиссер Джейн Кэмптон, в общем-то, барышня известная, как я уже посмотрела, у нее там какие-то премии тоже есть, но... Если честно, она как бы взяла лучшего режиссера, выиграла в номинации лучший режиссер, режиссерка, как бы, в общем, я не знаю, как правильно сказать, извините, если я кого-то там обидела, я не сильна в феминитивах, к сожалению, этот мир движется слишком быстро, я за ним не успеваю, поэтому я буду говорить режиссер, в общем, мне так больше нравится. Так вот, она взяла этот приз, и как бы, вспоминая «Власть пса», я думаю... А за что? По каким вообще критериям они дали эту премию? Потому что она в номинации как бы женщины, решили женщине... Я не знаю, это сейчас, конечно, звучит ужасно с моей стороны, как-то я осуждаю, наверное, просто ладно, окей, неважно, женщина, ты мужчина, не имеет значения, просто ты, явно не лучший режиссер, ладно, это для меня, возможно, я как бы колхозница, ничего не понимаю, и вообще как бы до свидания, что, наверное, даже не в этом дело, просто, наверное, мне не зашло, и я вот как бы так вот высказываюсь категорично, вот. Как есть. Вот честно говорю, абсолютно искренне, честно, и могла бы сказать, да, это было потрясающе, гениально, но нет, для меня это так не было. Поэтому, прости, Джейн Кэмптон, постоянно забываю, как ее зовут, прости меня, пожалуйста, ты выдающийся режиссер явно. Вот, мне не зашло, не понравилось, поэтому вот я со своей стороны вот этот фильм категорически не хочу никому рекомендовать, но опять-таки начните смотреть, а может вам зайдет, потому что концовка была классная. Так, друзья, мы продолжаем, на повестке дня у нас вестсайдская история, я очень сильно надеюсь, что вам не слышен дождь, негаданно, нежданно он решил пойти, поэтому если вы слышите, как капает дождик, извините, я правда... Долго ждала, пока он закончится, но что-то он не заканчивается, может уже и заканчивается. Так или иначе, вестсайдская история, снятая Стивеном Спилбергом. Честно говоря, вот как только я услышала Стивен Спилберг и вестсайдская история, у меня оно не сошлось. Почему? Потому что, как для меня, конечно, Спилберг — это такой народный режиссер, и очень много всего он, конечно же, снимал. Мой фаворит навсегда, мне кажется, останется «Список Шиндлера», обожаю этот фильм, невероятно тяжелый, да. Потом про мальчика-робота, забыла, как он называется, «Я робот», что ли, с Джудом Лоу тоже. В общем, люблю Спилберга, но вот ровно как я услышала вестсайдская история Спилберг, нет. В целом оно так и оказалось. Почему? В общем-то, картинка в целом хорошая, но... Так как история сама по себе, уже снятая и переснятая 200 тысяч раз, на основе Ромео и Джульетты, сама эта вестсайдская история 200 раз тоже переделанная и фильмом старым, и мюзикл, и, в общем-то, удивить здесь было бы очень сложно, и в целом вот
ровно. Я смотрела, для меня было ровно. Заявлено было, что будут вот танцы, пляски, то есть будет больше уклон в сторону действительно мюзикла старого, ну как-то мне не хватило танцев. Сопереживала ли я героям? Вообще нет. Для меня актеры сыграли, ну, посредственно. Вот, значит, Рэйчел Зеглер, она, насколько я помню, будет сниматься в «Белоснежке», вот, и все говорят, что она очень-очень красивая, и я вообще в целом за любой... Ну, короче, для меня в целом все, вот я такая вся прям ангел с небес, я в целом к любой внешности отношусь очень положительно, но если мы говорим про Рэйчел Зеглер, говорят про как, ну, эталоны красоты, будь они неладны, тем не менее, в общем, для меня у нее странная внешность, вот ровно как лакричная пицца у ребят своеобразная внешность, очень притягательная, харизматичная, бла-бла-бла, вот Рэйчел для меня это не классическая вот эта диснеевская принцесса, там, Белоснежка, или вот в этой истории, поэтому, ну, как-то так, для меня она была ровна, и сыграла она для меня тоже ровно, поэтому, в общем-то, ну, извините, Рэйчел. Также Энселд Элгард, я его называю малыш на миллион, малыш на драйве, бесконечно он малыш, невероятно высокий малыш, ну и как-то тоже, как бы, ну, ровно, не знаю, это связано с актерами или это связано в целом из-за того, что Версальская история, вот уже 200 раз это все мы знали, ну вот ноль сопереживания, ноль, и картинка красивая, рекомендую ли я посмотреть, ну вот исключительно, наверное, из-за визуальной части, ну и то, честно говоря, потратите свое время, хотя, может, не потратите, не знаю, ну, в общем, у меня лично мое такое субъективное мнение, нет, вот не зашло. Что он делает вообще в номинантах на премию «Оскар», я как бы тоже не поняла. Обычно проходящий фильм. Вот такая диснеевская, классическая история, как вот эти все переснятые 200 тысяч раз мультики уже, который раз Диснеем. Вот ровно то же самое. Те же эмоции. Итак, сейчас похрущу косточками, мне надо размяться, потому что напоследок я подготовила вкусняшки. Во-первых, сейчас будут 3 фильма, которые для меня лично это вот 3-е, 2-е, 1-е место. Даже, может быть, вот все 3 на 1-м месте. Но коду главного победителя я пока трогать не буду, я ее вообще на вишенку оставила, на вишенку на торте, потому что Коде вопросов много. Итак, 3 фильма. Начну, наверное, с «Аллеи кошмаров» и моего любимого Гильермо Дель Торо. Если вы смотрели мой выпуск, когда я ходила на «Аллею кошмаров», вы, наверное, уже догадались, что я фанатка Гильермо Дель Торо, потому что там было бесконечно «О, любовь моя, Гильермо Дель Торо, какой ты классный, как я тебя люблю». И действительно, мое мнение не изменилось, и то, что этот фильм... Ну, кстати, для меня было удивлением, что этот фильм находится в номинантах на премию «Оскар», потому что, ну, он такой, как будто бы... Хотя, может, и оскароносный, не знаю, ну, короче, фильм классный, идея крутая. Я смотрела его на английском языке, и, честно признаюсь, ну, потому что я живу в Литве, соответственно, у нас здесь фильмы показывают на английском языке с литовскими субтитрами, литовский я не знаю, поэтому приходится справляться с моим английским, на тот момент он был чуть-чуть похуже, сейчас, может быть, чуть-чуть лучше, но не суть. В общем, весь фильм я себе смотрю, такая, блин, ну я просто вообще гений в английском, нейтив практически, и вот ровно концовку я немножко не смогла перевести, то есть я не поняла в итоге, в чем там был прикол, я поняла, что произошло что-то очень важное, но что это, короче, было ужасно, я тут же загуглила, посмотрела, чем там все заканчивается, в чем весь сыр-бор, и лишний раз, о боже, как это гениально, короче, история гениальна. Кейт Бланшетт вообще просто, конечно, актриса, я ее очень сильно люблю. Вообще все круто сыграли. Вот это, если вот Кеннет Брана, то, что я говорила ранее, вот это ровное, такое абсолютно ровное кино, никак мне не торкает, то Гильермо Дель Торо это глубина, это визуал, это такое классическое, хорошее, качественное кино. Я первый раз с Гильермо Дель Торо познакомилась, был такой, ну, как бы ужастик, не ужастик, ну, что-то в такой стилистике, в общем, в его стилистике, у него такие, и не сказать, что ужастики, но мега интересные, в общем, у него действительно есть свой такой ярко выраженный стиль, был, по-моему, называется «Призрак», про мальчика-призрака, про приют детский, очень интересный, если не смотрели этот
этот фильм, рекомендую посмотреть, вот если не ошибаюсь, называется «Призрак». Это один из его первых фильмов, и по-моему, он даже говорил о том, что он считает этот фильм одним из своих лучших, и он там из какого-то цикла. Ну, в общем, я, правда, рекомендую вам посмотреть, и «Аллея кошмаров» для меня лично это шедевр, это безумная красота, потрясающе сыграно, и, конечно, режиссеру бесконечное мои слова браво, преклонение, ла-ла-ла, люблю, целую, обнимаю и так далее. Ну, конечно, Drive My Car, сядь за руль моей машины, роскошный фильм, это сказать, не сказать ничего. Режиссер, я его не запомнила, потому что, японские имена, у меня пока с этим проблемки, хотя я безумно люблю японскую всю эту культуру. Рисуне Хамагути, господи, я надеюсь, я правильно произнесла имя режиссера, и, кстати говоря, вот имя я его не запомнила, зато его другие фильмы я посмотрела, от которых тоже в полнейшем восторге. Один называется «Случайность и догадка», а второй «Happy Hour». Рекомендую эти фильмы тоже посмотреть, это хорошо, это очень глубоко, это очень с японской вот этой философией, совершенно другим восприятием мира, но не об этих фильмах, этих просто рекомендую еще посмотреть, конкретно относительно «Сядь за руль моей машины». Конечно же, думаю, многие знают, снят по Мураками, и относительно Мураками у меня в целом всегда, я очень положительно отношусь к этому автору, я люблю его произведения, есть у меня моменты, которые меня иногда смущают в историях, но это его такое видение мира, в общем-то, ладно, не буду об этом, а относительно фильма это произведение искусства. Для меня удивление, что он на самом деле находится на премии «Оскар», потому что для меня он все-таки такой, я бы отнесла его не к чистому артхаусу, где-то приближенному, потому что вот это спокойствие, медлительность, глубокая мысль, бесконечное число разных идей, смыслов, в общем, просто мозг, не знаю, аплодирует бесконечно этому фильму. Когда его смотришь, визуал потрясающий, вот такая выбеленная картинка, минималистичность, поэтому режиссеру Рисуне Господи, я, в общем, здесь лучше напишу и не буду, правда, позориться. Итак, очень красиво, безумно красиво, вот эта стилистика. Вообще, мне нравится японская культура, я в последнее время все больше и больше становлюсь фанатом японского вообще всего. И аниме стала смотреть, и читать мангу, и больше и больше узнавать о культуре Японии, и их вот это мировоззрение, то, как они воспринимают этот мир, это, конечно, что-то иное, это глубоко, и мне такое бесконечно сильно нравится. Фильм интересный, классно начало, очень такое достаточно долгое начало, это даже не начало, а как будто бы предыстория, и фильм настолько круто, грамотно сделан момент того, вот мы четко понимаем, с какого момента начинается вот эта именно сама история «Сядь за руль моей машины». Очень грамотно это режиссер сделал, просто вот какими-то такими самыми простыми схемами мне этот момент зашел, это немножко проспойлерило, поэтому если вы вдруг, я говорю, я прям переполняют эмоции относительно этого фильма, потому что настолько меня сильно торкнуло, прям очень глубоко, и даже сложно как-то подобрать мне слова, мне иногда писать проще, я частенько, кстати, пишу в Инстаграме, советую подписываться, если здесь выпуски будут выходить реже, то в Инстаграме я частенько что-то пишу о фильмах, сериалах и так далее, поэтому подписывайтесь обязательно. Так вот, рекомендую ли я посмотреть этот фильм? Конечно. Он, к сожалению, не взял номинанта на лучший фильм, но взял взял приз за лучший фильм в категории иностранного фильма. Там также был фильм «Рука Бога», тоже, если не смотрели, Соррентино, ему тоже, как Гильермо дель Торо, я бесконечно пою дифирамбы, потому что тоже считаю это кино очень глубоким, очень таким философским, но здесь уже другая культура, здесь уже итальянская, если выбирать, то мне это разное абсолютно, но я бы, наверное, тоже выбрала «Сядь за руль моей машины», все-таки покруче, как для меня, поглубже, по-артхауснее, как-то так, более экспериментально, но лично мое, опять-таки, субъективное мнение. Ну что же,
Я считаю, этот фильм первое место. Вот просто везде он должен быть на первом месте, потому что это новое видение будущего, того, как должно выглядеть свежее современное кино. Опять-таки, я говорю исключительно свое мнение. Несмотря на то, что этого фильма было достаточно много негативных комментариев, я абсолютно не отношусь к числу этих людей, и всегда, когда слышу, кто-то что-то говорит про Дюну, у меня просто открывается акулья моя пасть, и мне хочется сожрать этого человека, и начинаю с пеной у рта доказывать: нет, это гениальный фильм. Ну, я правда считаю Дюну очень хорошим фильмом, и для меня не было абсолютно никакого, вот вообще ни капельки разочарования относительно того, что якобы эта история вот только первая часть, так мало показали. Я, честно признаюсь, я не читала книгу Фрэнка Гилберта, если не ошибаюсь, да, и поэтому как бы для меня история вообще сошлась, для меня он вообще не растянут, и для меня, наоборот, события происходили достаточно быстро, может, потому что я больше смотрю такие артхаусные фильмы, и как бы для меня вот медленные фильмы, медленное развитие событий — это вообще нормально, вот, но относительно Дюны, наоборот, мне кажется, очень-очень все активно происходило, при этом и были вот эти моменты, где ты можешь, господи, посидеть, отдышать, насладиться невероятной картинкой. В общем, Дюне я бесконечно готова петь дифирамбы. Кстати, относительно Дюны, по-моему, я даже и не высказывалась. Не было у меня выпусков про Дюну, поэтому вот восполняю. Итак, режиссер Дени Вильнёв. Когда я узнала, что он будет снимать этот фильм, я была в восторге, потому что «Бегущий по лезвию» новый — это, ну, для меня шедевр. Это очень красиво, это очень хорошее кино, и «Дюна» — это вот, конечно, абсолютно вильнёвское видение. То, как они сделали эту историю, для меня восхитительно. Ну, про Тимоти Шаломе, опять-таки, да, мы не будем петь дифирамбы, Зендея там появилась в конце, поэтому, ну, как бы, да, ну, Зендеечка, любовь, дополнительные плюсики этому фильму. Конечно же, Ханс Циммер, который получил премию «Оскар» за эти потрясающие и саундтрек, и вообще как звук был сделан. Для меня это фильм будущего. Картинка — это минимализм, это цветовое решение, вот этот цветокор, он крышесносный для меня, правда. Вот, не знаю, я смотрела «Дюну», и у меня просто текли слюни от удовольствия, я получала какой-то, не знаю, визуальный оргазм бесконечно, простите за подробности, ну как есть. В общем, для меня «Дюна» сошлась во всем. И в экшене, и визуальной составляющей, и музыка. И кто-то там трындел относительно саундтрека, который бесконечно повторяется, я вообще не замечала, что там что-то повторяется. Что касается музыки, аудио просто выкусите, как хотелось бы мне, вот как я только услышала, что Ханс Циммер получил премию, я такая: выкусите все, кто вот что-то там вякал. Простите, что я опять-таки с пеной у рта доказываю, что этот фильм хороший, но он правда офигенно хороший, у меня такое мнение, если у вас другое, ну вот как бы окей, хорошо. Ну вот у меня абсолютный дифирамб Дюне, и неудивительно, что Дюна взяла очень много статуэток, и все это оправдано, но почему она не взяла лучший фильм, для меня, конечно, остается загадкой. В общем, смотреть ли Дюну, если вы вдруг не смотрели, как бы ответ очевиден. Ну что, добрались мы до Коды. Вот Кода, ребенок глухих родителей. Ну, первая моя мысль, самое интересное, что я посмотрела всех 9 номинантов. До того, как Оскар начался, я хотела посмотреть, ну, чтобы мне было интересно, кто победит, а Коду я как-то даже пропустила, я такая, ну, какой-то подростковый фильм, я просто так, ну, посмотрела, промотала, я такая, ну, там явно не пахнет премию Оскар, не получит. И тут Кода выигрывает. И я как бы говорю: здрасте, приехали, что? Вот, ну, думаю, ладно, может, ну, я не посмотрела, и действительно тут про Дюну вот всем кричу, что вот несправедливо, думаю, ну ладно, посмотрела. И вот здесь у меня вообще полная несостыковка. Первая несостыковка, что этот фильм делает вообще в номинантах на премию «Оскар», вот ровно как «Вестсайдская история». Это для меня обычный фильм. Да, тема с глухотой. Ну вот если мне не изменяет память, я не припомню точно название фильма, но я уже эту тему
где-то в каком-то фильме видела именно то, как воспринимают глухие этот мир, то есть то, что там показали в Козе, когда показали родители, которые, она там, их дочка выступает на сцене, поет, а для них это тишина. Окей, я это уже видела, меня это, честно, не зацепило, к сожалению, хотя тема, понятно, что тема, скажем, такая, да, которая должна трогать, но это не потому, что я кремень или просто, видимо, так донесли до меня, точнее, не донесли до меня, не воспользовались, возможно, всем набором инструментов, чтобы действительно сделать этот фильм оскароносным. В общем, для меня просто взята вот такая, скажем, да, важная тема, и на тебе, пожалуйста, премию. Незаслуженно, категорически. И вот этот фильм стоит рядом с Дюной, с Аллеей кошмаров, «Сядь за руль моей машины», с «Лакричной пиццей». Серьезно? То есть вот этот фильм вы хотите сравнить вот с этими просто гениальными произведениями искусства? Нет, товарищи, нет и еще раз нет. А вот как я изначально подумала, что это подростковый фильм, вот ровно так и осталось. Да, подростковый фильм с тематикой того, как девочке тяжело живется в семье, где там только глухонемые или глухие, простите, вот я сейчас просто, наверное, как-то, возможно, себя наплю, и сейчас на меня польется просто жесткий хейт, что я так к этой теме отношусь. Я к теме отношусь максимально вот с уважением, корректно и так далее и тому подобное. Просто фильм мне не понравилось. Опять-таки вот эта спекуляция, возможно, в какой-то степени на этой теме, и, вот это тоже такой из разряда American Dream, то есть если как бы Король Ричард это такая крутая история, действительно такая трушная, то здесь, как-то обычно, то есть хороший фильм, но не номинант на премию Оскар и уж точно не победитель. Таково мое мнение. Друзья, на сегодня все. В следующем выпуске уже такая для вас затравочка. Будем обсуждать сериал «Бриджертоны», 2 сезон, также Морбиуса, Марвел, будь он неладен, «Фантастические твари», также «Любовь, смерть и роботы». Все это в следующем выпуске, поэтому обязательно еще раз напоминаю вам в миллионный тысячный раз: подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Это все поддерживает канал, и это все необходимо таким прекрасным, замечательным блогерам, как я, чтобы продолжать выпускать видео на канале. В общем, в любом случае, любая поддержка — это безумно приятно, и еще и дополнительно поддерживает канал и развивает его. Вот так вот. Все, на сегодня с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.